Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков, от повестки мчался быстро. Дамы и господа, честнолюд, всем салют, здравствуйте. Также залетный зритель, добро пожаловать на канал. Канал Влог 360, а может быть не залетный, может быть даже подпишется. Буду очень рад. Да, это моя реклама, и она в начале ролика у меня. Если это кому-то не нравится, ну, значит, не нравится. Мне даже очень нравится. И многим тоже нравится. Так, ладно. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Это музыка и влоги. В влоге снимаю все, что вижу. Ну, не то, что вижу, где путешествую. Распаковку отелей. Обзоры отелей, да, распаковку отелей, обзоры отелей. Немножко дача, путешествия по Скандинавии, рыбалка, то тут, то там. Ну, немножко остров в Германии, там один очень красивый тоже. Так что, ребятки, может вам что-то понравится. Также найдите все ссылки в описании. И музыкальный канал. Ну, музыкальный канал потихонечку растет. Не так быстро, но растет. Уже к десяточке подходим уже. Музыка большинство инструментальная. То, что мне нравится, то я и делаю, да. Больше для себя, так как я много в пути, в движении, я слушаю, да, сам для себя делаю, сам слушаю. Ну, людям нравится, поправьте меня, как правильно. Ну, не знаю я, как людям или людям. И слушают, в принципе, слушают. Не всегда все хорошо получается, но получается. Все ссылки найдете в описании под каждым роликом. И также вы видите QR-код, это телеграм-канал. Был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы вы могли поделиться своей ссылкой, стали где-то свидетелем, кроликом. Ну или просто пообщаться с народом. У нас очень адекватные люди. Добро пожаловать, если вы считаете себя адекватным. Вот, ребятки. Так что переходите по ссылочке и подписывайтесь. Я буду очень-очень рад. И там я, часто я там на связи. Мне сейчас хочется поговорить с вами о... еще, кстати, у меня не новостной канал. Так как у меня многие ролики могут быть устаревшие. Вернее, информация устаревшая, да, это прошло, может, неделю-две назад. Я не гонюсь ни за информацией, как новостные каналы, так как новостной канал — это очень большая работа, ребят. Правда, если вот вы не знаете, просто лучше не пишите тогда. Я общаюсь с многими блогерами, да, которые ведут свои новостные каналы, большие, это большие каналы новостные, там полумиллионники, да, 300 тысяч, миллион есть у кого-то. Я не буду их называть, они в рекламе не нуждаются, они и так распиаренные, да. На них работают команды. 3-4 человека. Это минимум. 3 человека минимум. Это монтаж. Это постоянно надо искать информацию. Надо ночью заснять уже все. Отмонтировать. И утречком выпустить новости. А как вот эти бабки сидят, рассказывают, газету читает, откроет и газету. А вот ты прилетел комментарий. А вы знаете, как тут. А что ожидает этих в 2027 году? Да уже все знают, пока она рассказала все эти статьи из газет, нахрен, вырезки все эти. И что это за новостной канал? И не надо называть мой канал сплетнический. Не надо. Я просто показываю. Я показываю то, что они сами снимают себя. Вот. Это контент мой. И он состоит из того, чтобы найти эти ролики, сделать нарезочку, разобрать и вам показать. А вы откомментируете. Ладно, а теперь поехали. Крым. Что случилось? Ну, все знают, что случилось. И случается, да. То там прилетит, то тут прилетит, то на другую сторону прилетит, то на российскую сторону, то туда прилетит. В общем, летает и туда-сюда летает все. Все это знают прекрасно. И после прилетов, скажем так, когда массированные идут прилеты на территорию РФ, я читаю комментарии, захожу под эти ролики, я нахожу много роликов, сколько много радости. Вы не представляете, сколько люди радуются, когда гибнут мирные жители. Я говорю о мирных людях. И мне разницы нет, с какой стороны они проживают. Я вообще против войны, да, я очень добрый, пушистый человек. Я хочу, чтобы настал мир, и все жили дома нахрен. Вот, я за мир. Но, вот это большое но, сколько гадостей пишут. Вы не представляете, а знаете, кто пишет? Те патриоты, которые живут на удаленке. Да, вы не ослышались. Те, которые сбежали из дома, бросили своего любимого президента, не хотят его защищать,
бросили свою родину и горланят на удаленке, смеются, как гибнут люди. Я почитал эти комментарии все. Я не нашел ни одного комментария местного, да, вот киевлянина, например. Так как они прекрасно знают, то, что будет опять бумеранг, будет прилет. И они этому не рады. Они не радуются этому. Я говорю о мирных жителях. Я не говорю там про военные действия, где конфронтация идет военных сил тех и военных сил тех, да, то, что это я туда не лезу даже. Я говорю о простом народе, которым. А вот те радуются, проживая за границей, они не могут нарадоваться. Знаете почему? Потому что им надо это, чтобы продолжалось, чтобы трюфели и тафели работали вот так вот 24/7. Они даже ролики пилят, им праздники не нравятся немецкие, да, мы не можем в тафель сходить. Почему эти праздники? Мы тафель пропустили, такой театр устраивает. Эй, люди, алло. О чем они думают? Они боятся, что все закончится и мир настанет. Вот чего они боятся. И да, все выплаты хренак и прекратятся. И придется восстанавливать неньку свою. Вот этого не очень сильно боятся, ребят. Те, кто проживают там, нет, они такого говна не пишут. Ладно, в сторону я отошел. Теперь я нашел 2 ролика. Тоже вот он предупреждает крымчан. Предупреждение, крымчане, вам слушайте предупреждение. Но после этого будет еще ролик. Ответ будет. Давайте внимательно послушаем. В Крыму только все начинается, и эта ночь, 22-23 июня 26 года, тому показатель. Вчера начался 2-й этап блокады Крыма. Уничтожается логистика, уничтожается ПВО оккупантов, которые не стягивали к мосту, 3 дня тащили. Вчера было уничтожено все, панцири. Я хочу просто дать совет русским, которые там купили квартиры, там живут. У вас есть максимум 2 месяца. А что делать немцам? Вот есть немцы, которые живут там. Земля была приобретена еще при царе Горохе, скажем так, да? Легально была, при желтоблакитных. Дом был построен, например, уже при РФ. Немцы, немецкое гражданство. Вот скажите, как быть этим людям? Вот он угрожает, да, тут предупреждает, угрожает. Как быть? Советчик, вот насоветуй. Не скажет он ничего. Давайте послушаем дальше советчика. На то, чтобы просто слинять с Крыма. Именно собраться и уехать из Крыма. Крым будет возвращен в Украину. Это хотите вы этого или не хотите, он будет возвращен в Украину. Но для вас сейчас наступают худшие времена. Без света, воды, бензина, еды и всего остального. Это лето, это будет просто ужас для каждого оккупанта. И, естественно, терпение нашим людям, терпение украинцам, все будет хорошо, все наладится, и Крым заживет прежней жизнью, но только без оккупантов. Вот я хочу тебя спросить, он говорит, прежней жизнью. Господа крымчане, я знаю, смотрите вы меня, есть люди с Крыма, пишут мне даже. Те, кто жили до и после, напишите, как оно было. Вы хотите прежней жизнью жить или нет? Да не только мне, и люди почитают в комментариях. Только адекватно пишите, не материтесь, не ругайтесь. Чтобы ваш просто комментарий пролез. Его могли почитать. И не надо мне писать, что я стираю. Я не стираю, я стираю только когда идут уже на меня, как это сказать, персональные бяки всякие пишут, в общем, ну так я вам скажу, бяки. Пойдет тоже, да, слово. Выкрутился. Вот, напишите, пожалуйста, да. До и после. Вот он призывает всех к прежней жизни. Окей, мне будет очень интересно. Давайте дальше. История повторится как с Херсоном. Когда я говорил, уезжайте из Херсона, нашего украинского, вы смеялись, а потом просто меня блокируют. То же самое будет с Крымом. Вы сейчас будете смеяться, потому что до ваших голов, куда внушили кучу лживой информации, ваши русские власти не доходит. Что если сзади Крыма была всего лишь речка, и вы смогли спокойно выбраться, то в Крыму это будет остров. Откуда выбраться вам будет намного сложнее. Но вы подпишитесь на наш телеграм-канал Мармуредик и будете всегда в курсе новостей. На мой канал подпишитесь, телеграм-канал. В курсе новостей вы точно не будете, это не новостной канал. Ну, пообщаться, поржать всегда можно. Добро пожаловать, вы адекватный человек. У нас, кстати, очень вкусно готовят. На мой канал подпишитесь, телеграм-канал. В курсе новостей вы точно не будете, это не новостной канал. Ну, пообщаться, поржать всегда можно. Добро пожаловать, если вы адекватный человек. У нас, кстати, очень вкусно готовят. И, ну, я не знаю, как они готовят, в смысле, рецепты очень вкусные. Присоединяйтесь. Вот, а теперь мы перейдем все-таки к этому ролику дальше, да? Вот он, нету еды, воды, пойла. Да, я смотрю много новостных каналов. Не YouTube, не вот это все. Я смотрю именно, мне очень интересно смотреть и разбирать телевизионные каналы. Германию смотрю, Америку смотрю, Россию, я Украину смотрю. Но дело в том, вот этот пузырь, который, это мое опять мнение, да, вот, да, сейчас конкретно летело, грохотало. А почему
не сказали, например, вот именно украинские СМИ, сколько потеряли квадратных километров буквально они там, где идет военная. Вы поняли меня про что? Почему они этого не написали и не рассказали? Этого никто не замечает. А BBC пишет, например, да. Многие каналы не пишут, а и рассказывают, сколько квадратных километров каждый день. Не все это так просто, да. А вы напишите, есть ли у вас кушать, пить. Это интересно будет. И теперь ответ этому ролику. Я нашел еще один ролик. Крымчанин. И вот он сейчас ему ответит. Ну, не ему ответит, он ответит нам. А мы послушаем. Ну, это будет как ответка этому чудику. Слушаем. Доброе утро вам из Крыма, из раннего Крыма. Смотрите, из раннеутреннего Крыма. У меня жена полезла уже на крышу. Мы начали ее уже доделывать. Друзья, у меня опять-таки многие спрашивают, ну не многие, да, но некоторые из вас спрашивают и в личку, и так, что у нас творится в Крыму. А что у вас творится в Крыму? Расскажи нам. Вот мы одного послушали. Воды нету, еды нету, бензина нету, мостов нету. А теперь мы послушаем народ. Тот не находится в Крыму, 100 пудов. Где-нибудь очень далеко. А вот человек из Крыма, вот он и расскажет нам. В Крыму, как вы знаете, перебои с электричеством, но, на удивление, спасибо огромное правительству и Крыма, и Севастополя. Да, перебои есть, но тем не менее электричество есть, и то, что хочет сделать противник, не добьются. Потому что в Крыму и вообще крымчане — это одни из самые, наверное, патриотически настроенные россияне, которые есть. Вот, поэтому не дождутся. В Крыму все классно. И главное, друзья, помните, мечты должны сбываться. И у меня приходят заказчики. Увидимся. Увидимся. И мы увидимся. Да. Если вы активируете колокольчик и подпишитесь, то вы не пропустите следующий ролик завтра. И мы с вами увидимся. Это обязательно. Вот вам человек и рассказал, да? Да, тяжело. Он этого не отрицает. Но мнение вы слышали, таких роликов тысячи. Как и с той стороны, и с той стороны. Просто все их показывают, ну это тупо, да? Тут можно на 2 часа демагогию такую развести. Хотя мы можем скоро с вами демагогию такую развести. Как я уже говорил давненько, я скоро поеду, у меня будет очень длинный тур. На дачу поеду я, но мне очень далеко надо будет ехать. Почти 1700 километров на дачу. И мы с вами пообщаемся. Я стрим запущу. Заранее вряд ли буду, наверное, афишировать. Не знаю, у меня если будет настроение такое. И у нас дорога будет очень длинная. И будем очень долго разговаривать. На любые темы, кстати. Не обязательно вот об этом всем. Ну, хотя и об этом всем тоже стоило бы поговорить, да? Так что пишем, ребятки. Пишем адекватно. Пишем конструктивно, чтобы могли все почитать. Мне очень, правда, интересно мнение крымчан. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, а мы все почитаем. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Извиняюсь, потому что он такой длинный получился, да, немножко это эмоциональный такой даже у меня. Ну, просто уже надоело, да, вот эти их радости. Как это говорится? День скачем, неделю плачем нахрен. Во! Чему они радуются? Чему? То, что люди гибнут? Ну, это бред. Ну, это, в принципе, для них, наверное, не бред это, да, это... Всем добра, удачи!